Привет-привет! Решил сегодня записать топ-5 приманок по головлю. Идея возникла у меня спонтанно, поэтому сегодня мы на реке, на открытой местности. Изначально планировал записать несколько топ-5 приманок по головлю летом, весной и осенью. Но потом решил это все скомпоновать, все-таки люблю структурированные данные. И сделал свой небольшой топ из 5 приманок. Притом это не только воблера, но и блесны. Все, что лично у меня ловило в наших условиях. Итак, на 5-м месте это будет знаменитая блесна маньячка, выполнена из вольфрама весом 2,1 грамм. Удивительная работа ювелирного мастера из Киева. К сожалению, больше не поставляется. Есть какие-то аналоги, но они работают значительно хуже. На эту приманку у меня было поймано около 20 рыб. Идеально ловит в июне, июнь, июль, август. Именно эти. На небольших приямках после переката, где спокойное течение. Там она идеально работает, не сбивается. Просто шикарная блесна. Обязана быть. Вот игру сейчас вы увидите на видео. На 4-м месте, не менее легендарная, тоже ручной работы, варивончика, блесна 1,5 грамма. Идеальная игра, варивончик 1,5 грамма, идеальная игра, тоже вольфрамовая грузка, крючок одинарный, выполнена, я даже не знаю, как этот лепесток называется, но ловит отменно, ловит крупного, мелкого, ловит все подряд, от форели до хариуса до головля. Игру сейчас вы увидите на экране. На 3-м месте у меня находится легендарный воблер Ridge 56F ESP. Это одна из лучших приманок в своем классе. Легендарная приманка, ловит все подряд. Наверное, один из лидеров, если не лидер, вообще среди всех моих приманок по головлю именно весной. До температуры 14 градусов. Пока вода не прогрелась до 13-14, лучше этой приманки у меня ничего не клевало. Ни 35-й, ни 46-й, никакие из режов, ну и других приманок, в принципе, не ловили лучше, чем эта миноха. Мои слова подтвердил в этом году и известный рыболов Петерцов, когда сделал обзор и тоже подтвердил, что у него миноха, но у него 46-й ридж ловит именно до температуры 14 градусов. У меня это 13-14 градусов в наших условиях. Игру вы сейчас увидите на видео. На 2-м месте, вообще 2-е и 1-е место, это, не знаю, как поделить их можно вместе, это, конечно же, Smith Cominion Magnum SSR. Вот именно в таком цвете. Цвет вы сейчас увидите на экране, как называется. Отличная игра, не сбивается, не размашистая. Очень хорошо работает в сентябре, октябре, в августе. Чуть попозже, немножко шумовой. По Минску и в Гродно, не было равных. Были хорошие экземпляры головлей в массовом количестве. Работает как на всплеск, так и на проводка в стиле соловей фиш. То есть, когда мы отпускаем леску и даем слабину, и просто спиннингом немножко подтягиваем вперед-назад, давая таким небольшой сбив по игре и разные горизонты заглубления. Заглубляется он на 30 сантиметров. Притом, этот воблер у меня вообще находится один из лидеров по весенней щуке. Вот конкретно он словил 21 щуку. Это такой малыш, да. Удивительная приманка, обязательно наличие. Есть у меня аналоги его, фугасы так называемые. Они, конечно, значительно проигрывают в рыбной ловле, если смотреть массово. Но иногда выигрывали. Я даже не буду показывать, в принципе, они вот такие. Это Цуёки магнумы. Но оригинал значительно лучше, конечно. Эту игру сейчас вы увидите на экране. Ёшки, молодец.
рыбу. Итак, топ-1 приманки. Это, конечно, мой любимый Hikari SSR. У меня был в нескольких цветах. Вот конкретно вот этот в этом году просто выстрелил. Удивительная приманка, спокойная, тихая. На струе, конечно, немножко интенсивное колебание. То есть слишком интенсивное течение не так хорошо работает, как Magnum. Однако самые крупные экземпляры были пойманы именно на нее. Ловит отлично всплеск. Процент 25 рыб было словлено на всплеск. Проводка такая же, как и у аналогичного Smith Cominion. Аналогов, к сожалению, я не нашел. Много есть копий, но они не так держат струю и не дают такой эффективности. Отличная приманка обязана быть у каждого, кто ловит головля в Минске. В принципе, мне и подсказали рыбаки из Минска, сказали, тут лучше всего просто работает Hikari SSR. Я подтверждаю эти слова за 2 года. Каждый год это лучшая приманка, которая у меня в коробке по головлю в течение всего сезона. Ну, я не считаю весны, потому что весной это Риш 56. Взял на всплеск. Первый заброс под кустики. Покажись-ка. Ого! Килушка есть. Нормальный такой головик. Блин, как же тебя взять-то? Пробуйте. Так, нихера себе головик. Вот это головик. Еще хотел бы сюда, конечно, добавить Риш 35, но у меня в этом году, все-таки я посмотрел статистику, хуже выступал, чем 56, и вот эту вот блесну. Это Миу 2,3 грамма. Отличная приманка, ловила массово, отлично ловит весной, но летом почему-то уступает значительно кренкам. Ну, потому что кренки все-таки отлично работают у нас в наших условиях. Так, игру вы сейчас тоже увидите. Это был топ-5 моих приманок. И всех хочу поздравить с наступающими праздниками. Любите рыбалку, ходите на рыбалку, отдыхайте, пейте чай и встретимся на канале Fish Runner.